Всем привет! Я снова рада вас приветствовать на своем канале «Красота и бисер». И сегодня я вам предлагаю выполнить оригинальный кулончик и цепочку к нему. Изделие выполнено из бисера разных цветов, и симпатичный рубиновый цвет хорошо сочетается с золотом и с белым перламутром. Кулон выполнен в виде квадрата и фиксируется в такой оригинальной форме. Если вам понравилось выполнение и сам кулончик, присоединяйтесь. В конце видео я вам покажу, я сделала этот кулон в черно-белом цвете. Может, вам подойдет и этот цвет. Так что, если вам понравилось, присоединяйтесь и приступим выполнять это украшение. Нам понадобится бисер нескольких цветов. Я взяла красный бисер, смотрите, он темно-красный, такой вишневого цвета и при движении переливается. Золотой бисер, бисер оранжевый кристаллический, белый глянцевый и белый перламутровый бисер 2 мм. И для начала мы берем иголочку номер 12, нить, мононить. И первый набор у нас 2 оранжевых кристаллических бисерины, 11 красных. И снова 2 оранжевых и 11 красных. Итак, начинаем с оранжевых, заканчиваем красными. 4 раза набираем красный бисер. И оставляем ниточку сантиметров 20 в конце. И возвращаемся иголочкой в одну оранжевую бисерину. Вот так. Замыкаем в колечко наш набор и набираем на иголочку 2 оранжевых бисеринки. И возвращаемся во вторую оранжевую. Вот так. И теперь красные бисерины мы будем проходить через одну и мозаичным плетением добавлять по одной бисеринке. И вот у нас их 11 здесь. Мы в этом ряду должны добавить 6 красных бисерин. Вот после желтой мы сразу одну пропускаем, во вторую проходим и добавляем одну красную бисерину. Вот я прошла одну группу красных бисерин мозаичным плетением, вышла в оранжевую бисерину в серединку между двумя, добавила снова 2 бисерины оранжевых, и у нас, как и в первой группе, ниточка выходит из оранжевой бисеринки. И теперь мы, для удобства я себе 6 бисерин откладываю, чтобы не ошибиться, что я набрала точно 6 бисерин. Беру одну красную бисеринку, одну пропускаю и вхожу во вторую. Подтягиваю ее, она ложится между двумя красными бисеринами. И теперь снова я одну бисерину пропускаю, беру одну красную бисерину и добавляю следующую. И так идем до желтых бисерин. И вот в этой группе у меня последняя, 6-я красная бисеринка. Я одну красную пропускаю, вхожу в оранжевую, вот так. И добавляю 2 оранжевых бисерины. И прохожу сразу во вторую оранжевую. И так у нас весь круг повторяется. В красных добавляем по 6 бисерин, а в оранжевых между ними по 2. Беру золотую бисеринку и прохожу следующую из 6 красных бисерин, которые мы набирали в предыдущем ряду. Снова золотая бисерина и в следующую красную. То есть мы 7 золотых бисерин все ложим на 6 красных предыдущего ряда. Между двумя оранжевыми снова добавляем 2 оранжевые, вышли во вторую и опять набираем 7 золотых бисерин. Сразу проходим, одну золотую взяли
И сразу проходим в первую из 6 набранных в предыдущем ряду. То есть одна золотая будет ложиться между красными бисеринами второго ряда. И так проходим весь ряд. У нас плетение начиналось с оранжевых бисерин. Поэтому, когда мы подходим к ним, мы начинаем с них новый ряд. Вот посмотрите, 7-я золотая бисерина в этом ряду. Я прохожу сначала в оранжевую бисерину второго ряда и потом поднимаюсь сразу в оранжевую бисерину последнего ряда. И теперь снова набираю 2 оранжевых, прохожу во вторую оранжевую вот так. И в этом ряду я буду набирать 8 золотых бисерин и прихватывать каждую бисерину золотую из предыдущего ряда. Вот у меня идет группа оранжевых бисерин. И в предыдущем ряду последняя 7-я золотая бисерина лежит как раз возле группы оранжевых. Вот я набираю 7-ю в этом ряду и прохожу через 7-ю предыдущего ряда. Дальше я набираю 8-ю бисерину и прохожу в оранжевую сразу одну из 2. Вот видите, она ложится возле оранжевой бисерины, поднимая новый ряд. И дальше мы набираем 2 оранжевых бисеринки и проходим во вторую оранжевую и сразу набираем золотую бисеринку. Вот они раз и ложатся одна над другой. Вот так. Сразу набираем одну из 8 золотую и проходим в первую золотую. Вот так. То есть продолжаем следующий ряд. Вот. Следующий ряд я добавляю между оранжевыми 2 оранжевые. Вот у меня ниточка выходит. И прохожу теперь в каждую золотую, добавляя белую бисерину. Белых бисерин 9 штук я себе приготовила. И вот белая бисерина. И прохожу сразу в первую золотую. И теперь каждую золотую предыдущего ряда захватываем и добавляем по одной белой бисеринке. Посмотрите, как хорошо уже вырисовывается наш квадрат. Белые бисеринки удачно ложатся между золотыми. Вот следующая беленькая я беру, в золотую прохожу предыдущего ряда, и она спокойно ложится, ничего затягивать не надо. Вышла я в оранжевую бисеринку, из которой у нас начинается ряд. И последний ряд мы будем добавлять 10 бисерин 2 миллиметра белых перламутровых, а между желтыми добавлять 3. Вот я набрала 3 белых перламутровых бисерины и прохожу следующую оранжевую вот так, и они у нас ложатся, делая уголок над группой оранжевых бисерин. И теперь снова набираю я белую бисеринку 2 миллиметра и прохожу теперь в беленькую предыдущего ряда вот так. И у нас белые бисерины перламутровые будут закрывать и заканчивать наше плетение. В каждой группе их будет 10 бисерин, 10 по 2 миллиметра и 3 над оранжевой группой. И так весь ряд. И последняя 10-я бисерина белая перламутровая в этом ряду, и мы проходим в оранжевую бисерину предыдущего ряда и дальше проходим в троицу
белых перламутровых бисерин в вершину. Вот одна бисеринка из 3 и вторая. Подтягиваем. И у нас уголочек тоже закончен. Получился у нас оригинальный квадрат. Дальше я из этой бисеринки буду продолжать плести цепочку для кулона. И у нас закончен наш квадратик. Прелесть его в том, что он крутится. И поэтому из него можно сделать любую форму. Я для себя сделала вот так. Смотрите, боковую вершину к рабочей нити по направлению сюда и нижнюю вот так. И у меня получился интересный такой кулончик свободной формы. Но для себя я решила прикрепить вершинку боковую, которую я заворачиваю, к вершине, к углублению оранжевых бисерин, где идет рабочая нить. Я для себя брала бисер весь чешский. Посмотрите. Вот белый, золотой, темно-вишневый и оранжевый. Просто 2 миллиметра я брала бисер на разрез. Но почему-то беленький бисер оказался чуть-чуть крупнее. Вот вы заметили, да, чем золотой. Ну, в этом и прелесть может быть, потому что ряды не только увеличиваются за счет количества бисера, но и за счет его величины. Я сделала еще в черно-белом цвете. Смотрите, тоже оригинально получается. Если вот так повернуть, как я вам предлагаю, будет интересный кулончик беленький. Я начало делала там, где здесь было красным, сделала черным. Второй ряд здесь золотой, а здесь у меня серебристый бисер. И дальше также белый и белый перламутровый тот же. Тоже оригинально получилось, если кому-то надо в таком чисто классическом цвете. Я, как говорила, прикрепила боковую к углублению вершинки, и оно так аккуратно лежит, не будет двигаться. Мне удобно так. И начала плести цепочку. Цепочку я плела по схеме, я вам давала 2 браслета. По одной схеме есть видео и есть комплект начала. Единственное, что я вам хочу сказать, там было в однотонном цвете или по-другому лежал бисер разных цветов. Я покажу, чтобы вы не мучились, не высчитывали, как я набирала бисеринки для того, чтобы получился такой оригинальный вид и такая расцветка цепочки. Она очень идеально подходит под кулон. Посмотрите, у нас идет 2 ряда вишневых бисерин, потом 2 ряда золотых бисерин и 2 ряда белых, из которых белая глянцевая 1 бисерина и вторая перламутровая 2 миллиметра. На второй стороне цепочки я вам покажу набор бисера, в каком цвете нужно набирать, чтобы получился такой узор. Смотрите, я набираю золотую, белую, золотую и в конце красную вишневую. И прохожу теперь иголочкой. Вот по схеме у нас было 4 бисерины мы набирали. Из этих 4 мы возвращаемся в 2. Это будет в нашем случае золотая и белая. Вот так. Мы вернулись, подтягиваем наш набор к основной цепочке. И теперь берем бисеринку 2 миллиметра, беленькую перламутровую, вот так, и возвращаемся в белую, из которой выходит нить, в золотую и еще одну золотую. То есть возвращаемся в 3 бисерины нашей цепочки. И у нас белая перламутровая становится вершинкой цепочки этого звена. И теперь мы набираем красную бисеринку
красную и проходим красную и золотую, которые у нас оказались внизу. Вот так. Еще одно звено цепочки у нас готово. Так плетем до необходимой длины. В конце прикрепляем карабин. Чтобы прикрепить карабин, я к последнему звену, которое закончилось золотой бисериной, добавила 3 золотых бисеринки и сделала маленькую петельку для карабинчика. И начинала я эту сторону плести отдельно, потому что хочу, чтобы каждая сторона цепочки смотрела таким образом, чтобы белые перламутровые бисерины были в стороны, а красные были в середине. Поэтому я ее сплела отдельно, и теперь можно ее присоединить к кулону. Если у нас первая сторона шла продолжением, выходила нить в левую сторону, если смотреть с этой стороны, то мы теперь вторую сторону присоединяем, проводим иголочку с правой стороны. Если вы начинали плести цепочку с других бисерин, можно сделать таким образом, чтобы в конце или в начале вот было по 2 красных бисерины. Я себе так посчитала, чтобы начало одной и второй были симметричными. После бисеринки беленькой вершинки я прохожу назад в 2 красные бисерины первой стороны, вот так. Добавляю 2 красных бисеринки, 2, и провожу иголочку в 2 бисеринки красные стороны, которую мы хотим присоединить. Вот так. И у нас получается вот такое красивое соединение. Я сейчас пройду пару раз по этому колечку, закреплю его, и цепочка прикреплена к кулону. Кулон получился где-то 5,5 сантиметров. Я считаю, он не очень большой, но вы можете, если захотите, поэкспериментировать и сделать его поменьше. Я брала каждую сторону красных бисерин по 11. Если вы захотите, можно попробовать сделать и на 9, и на 7. Просто тогда вам нужно будет сделать другой расчет последующих рядов. Если вам понравился кулон с цепочкой, подписывайтесь, кто не подписан, присоединяйтесь. Я всем вам очень рада. Благодарю вас за просмотр, за комментарии, и до встречи в новом видео.